Твой бренд, который ты очень любишь, между прочим, который ты сейчас немножечко захейтил. Интересно, но я его не знал. Возможно, он подойдет только на ночное время года. Ночное время года. Отличное время года, я люблю ночное время года. Так, 3, 4, ангел. Живанши. Чай пролили немножко на себя. Принцесс, маленьких фей. В общем, Регина, мы раскусили, кто ты в душе. Всем привет, я Сергей. Меня зовут Слава. Вы на канале «Мы Флакон», и у нас сегодня рубрика «Слепые за тесты». У нас есть наборчик от Регины. 7 таких пробирочек пронумерованных. И открытка такая милашечная. Знаешь, кто изображен на открытке? Нет, но это знаменитый грузинский художник. Да, это не Регина. Мы их изначально разнашивали на коже. Я на старте слышу немножко животную ноту. Возможно, здесь есть лаванда. Скорее всего, здесь амбра, белые цветы. Потом уже минут через так 20-30. Это, я думаю, что это нишевый аромат. Это не люкс, далеко не люкс. Для меня это такой букет цветов, и я чувствую медовые ноты. Это довольно стойкий аромат, может быть, ваниль. Я настаиваю на меде. И он такой довольно милый, женственный аромат. Очень приятный, кстати говоря. Но я видел бы такое в люксе тоже. Никак не запоминающийся, какой-то такой проходной аромат для меня. Угу. Ну, такая легкая поливашка, что ли. Регина сбросила в электронном виде ответы. Слава, интересно. Это Lush. Твой бренд, который ты очень любишь, между прочим, который ты сейчас немножечко захейтил. Ну, как бы... Да. Я люблю их мыло. Lush, мыло – это моя любовь. Ну, у нас есть какой-то еще аромат. Дыхание Бога. Но жесть. Но ты его не любишь, я его люблю. Lush, пишет Регина, самый широко представленный бренд в моей коллекции. В этом аромате слышу травность и пудровость. Для меня он не стойкий, поэтому активно поливаюсь им летом. Аромат под номером 2. Я здесь со старта сразу чувствую яблоко. И тоже фруктово, наверное, тоже какие-то цветочные ноты абстрактные. Я не могу уловить что-то конкретное. Но это яблоко здесь, оно довольно кремовое такое. И этот аромат еще более нежный, чем первый. Для меня это женский критовентус. Мне пахнет он немного ананасом. Прикольно. Фруктами и цитрусами. Он очень фруктовый, такой свежий, зеленый. Я думаю, что этот аромат идеально подойдет на спорт, пойти в фитнес-клуб. Я, как знаю, Регина занимается в фитнес-клубе. И вот, скорее всего, я ее вижу вот в этом аромате в фитнес-клубе. И этот аромат намного больше мне нравится, чем первый. Cat Deluxe от Наоми Кэмпбелл. Наоми Кэмпбелл? Ничего себе. Это Наоми Кэмпбелл это что? Это люкс? Это певица? Наоми Кэмпбелл это модель. Это селебрити. Это модель. Модель. Окей. Регина пишет, что этот аромат я задублила второй в Харькове. На Фрагре сравнивают с Gucci Rush, и Регина согласна. Ты знаешь Gucci Rush? Нет. Gucci Rush. Вот, слушай, нужно затестить будет. Тоже слышу в нем пластиковый персик. А для меня персик очень даже нормальный, без вот всего вот этого. Аромат очень комплементарный, что, учитывая его цену, около 50 лари. О боже, сколько это в долларах? Это $20, да? 50 лари, это около доступно? 20 долларов, да, это дешево прям. Вообще отлично. Раньше на Фрагре писали, что он снят, хотя в Грузии активно продается. А в Варшаве видела много рекламы его в магазах. Это пахнет, классный аромат. За такую цену это пахнет нишево. Очень хорошо. Очень приятно. Старт на самом деле здесь странноватый. Старт хвойными иголочками пахнет. Лекарство, вообще самой аптекой пахнет даже.
Тебе есть такое? А-ля травно-цитрусовый. М. Еще я здесь улавливаю ноту чая Вот я тоже. в какой-то момент. Но обыграно все довольно странно. Он такой мокрый, этот аромат, будто бы чай пролили немножко на себя. Извини, Регина. Для меня это картинка в мультике диснеевском «Алиса в стране чудес», где Алиса встретила шляпочника, да, там, где они там был кролик, за которым она гонялась, у него были часы, и они эти часы просто сломали, так как они намазали в эти часы, чтобы отремонтировать сливочным маслом, клубничным джемом, залили это чаем, сахаром. И вот этот такой взрыв вот этих клубники, малинового варенья, джема, чая. Для меня это вот прям картинка из мультика «Алиса в стране чудес», где она хотела попить чаю, и они ей никак не давали этого сделать. Ого, это Comme des Garçons. Comme des Garçons. Это их Red. Интересно, но я его не знал. И Регина пишет, что она обожает его. Он, конечно, не стойкий, но жизнерадостный. Слышу кислую вишню или вишневое желе. Самое время на него, весна, лето. 4-й аромат. И для меня какой-то знакомый аромат, но я не знаю, что это. Я вот точно знаю, где-то слышала его. Для меня этот аромат тоже такое знакомое ДНК. Возможно, это что? На 3-4? Так, 3-4, ангел. Живанши. Разошлись мнения. Я думаю, что это уходит к ангелу Маглера. Да, я согласен. А ты про Живанши какой имеешь в виду? Живанши. Что-то схожее с Живанши Very Irresistible. Это на старте. Вот на старте. И этот аромат мне очень понравился. Он очень красивый. Он очень стойкий. Он очень диффузный. Я думаю, что он шлейфовый. Мне такие женские ароматы очень нравятся. Я с тобой согласен, то, что это очень похоже на Муглер, Angel. И, скорее всего, может быть, это какой-то фланкер от Муглера, Ангела. Я не удивлюсь. Все-таки вот эти шоколадные пачули, фрукты ангеловского Муглера здесь слышны. Ну, здесь такой замес сладковатый, здесь и карамель, и пряности, фрукты, и там в ангеле куча всего. Но фланкеров, конечно, я всех не знаю. Вот здесь вот именно есть такой томный какой-то такой аспект. Да, это ангел Маглер, это фланкер. Интересно. То есть считали правильно мы ДНК. Angel Garden of Stars, La Rose, Angel Маглер. Боже, это вообще выговорить невозможно, заполнить тем более. Лимитка ангела с розой. Подарок от Саши Одинаевой. Регина любит классического ангела, только в этом меньше шоколада, больше цветочности, очень красив, холодной осенью, зимой. Спрашивает Регина, как нам, ангелы и лимитки. Мне очень понравилась эта лимитка. Нравится. Я никогда ее не нюхал, конечно. Да. Отличается немножечко от оригинального ангела, но очень красиво. 5-й аромат. И как по мне, он очень женский, именно здесь. У него есть гендер. Он больше подойдет для девушек. И для меня это вот двоякие чувства. Люкс это или ниша. Вначале он такой сладко-малиновый. Вот мне малиной кожей пахнет немножко. О, прикольно. Я этого не слышал раньше, но я с тобой согласен. Это малиновая кожа. Это вот на старте. Потом он немного раскрывается цветочно. И есть такая небольшая подкопченость. И, скорее всего, копченость вот это дает листья табака или сам табак. Ему надо дать время обязательно раскрыться. Это аромат сложный для меня. Чтобы появился табак на моей коже, ему нужно было время где-то час.
То есть он не сразу появился, этот табак, а вначале он больше вот именно такой женский, девичий, такой нежный, как лепесток розы, такой красивый. Мне кажется, что это желто-цветочный аромат. Возможно, здесь будет иланг, что-то еще там, мимоза, я не знаю, что там еще желтым цветет. Здесь есть фруктовые оттенки для меня. У меня он в базе открылся шоколадом. Ни табака, ни кожи я что-то не почувствовал, но сейчас я улавливаю. То есть, когда я разнашивал, я вот туда не дошел. У меня была древесная база и почему-то шоколадная. То есть на коже потом оно очень красиво, сладенько немножко оставалось. Но я согласен, что это ближе в женскую сторону. Такой цветочный букет, сладкий, фруктовый. Как ты думаешь, это ниша или люкс? Я думаю, это люкс, да. Люкс? Потому что у него старт такой очень мощный, такой сразу такой в лоб тебе. Типа мы заявляем с этим ароматом что-то. Зимний, осенний, на теплое время года он согревает. Готов раскрыть тайну Да. золотого ключика. 5-й аромат это Зерджав. Naxos, но какая-то его версия XJ1861, что-то такое невероятное. Я не знаком с этим ароматом. Ну да. Лаванда, мед, табак, действительно, ты уловил, прям молодец. Ваниль. И здесь жасмин. Угу. Ну, мощный, конечно, аромат. Красивый аромат, на самом деле, мне он понравился. Очень красивый. Регина пишет, кстати, что она слышит лаванду и табак, и для нее он больше мужской. То есть мы слышим очень много цветов, а Регина, наоборот, лаванду и табак, что ее делает, отсылает к мужским нотам. Мед не замечают, а я... Чувствуешь мед? Я особо... сладость здесь есть, вот, скорее всего, вот мед дает вот эту сладость. Угу. Ну, вот сейчас мед сказал, да, то, что теперь стал немного ее чувствовать. Да, и Регина хочет дать ему шанс осенью, потому что тоже сейчас не зацепил, но, возможно, действительно, табак, мед, такие тяжелые штуки. Они не тяжелые, они больше такие согревающие. 6-й аромат, прозрачная жидкость, но для меня аромат совсем не прозрачный. Он очень сладкий, очень ягодный. Я вот прям чувствую клубнику. Да, я так же. Я чувствую... Но почему не красный тогда? То есть мы могли бы что-нибудь такое сделать. И какое-то еще, может быть, лукошко полное различных красных ягод. И это все с розой для меня. Очень нежно, очень кремово. Так нежно, как сама Регина. Да. Я его полностью вижу на Регине. Угу. Для меня этот аромат чем-то напоминает маленькую фею. Это аромат из моего детства. У моей сестры был аромат маленькой феи. Для меня этот аромат такой розовый. У него, скорее всего, розовый флакон. Такой розово-красный, возможно. Таких ванильных принцесс, маленьких фей. В общем, Регина, мы раскусили, кто ты в душе. В общем, клубника со сливками. Да. Вот. Роза там, да, вот все такое. Может быть, какая-то древесная мускусная подложка, но в целом это такая нежнятина. Такая супер нежнятина. Милая. Угу. У тебя догадки, что это маленькая фея, я не представляю, что где-то может быть. Кстати, я хотел бы сказать, это, возможно, со временем, на коже, у моей подруги есть похожий аромат от марки Lancome, La Vie Belle. Возможно, это La Vie Belle, может быть, какой-то фланкер Lancome La Vie Belle. Вот немножечко вот в ту сторону. Но это люкс. Я думаю, что это люкс. Угу.
Люкс, и я бы добавил, что может быть масс-маркет. То есть, это, возможно, что-то недорогое. Нет, я думаю, что это ну, вот из люкса. Итак, шестой аромат. Это Лолита Лимпика. Называется он Sweet, сладкий. Что такое Лолита Лимпика? Смотри, какое такое яблочко красное. Я вообще не знаком с этой маркой никак. Деятельность фэшн, но это люкс. Это люкс, да, Да. получается. Мгм. Красивый флакон. Он такой очень радостный. О, здесь вишня. Для меня это не вишня. Но красные ягоды, больше клубники, чем вишни. Но окей. Какао, ирис, мускусы, да, кашемировое дерево. Комментарий Регины. Очень нравится. Слышу в нем вишневый кисель. Вы уже поняли, что я люблю вишню? Ну да. Был пробник, потом увидела в дьютике по хорошей цене. Не смогла пройти мимо. Аромат, когда особо не хочется заморачиваться. Вообще аромат Олимпики мне нравится. Хоть некоторые слишком сладкие. Последний, седьмой аромат. Он такая, у него самая яркая желтая жидкость. И седьмой аромат, я как понимаю, он чисто для меня выбивается из всей этой подборки. Здесь уже такая серьезный такой ароматец. Для меня он такой похож на пятый. То есть я здесь тоже желтые цветы чувствую. Для меня это аромат, скорее всего, создан был в 90-е годы. Или в 90-е, или нулевые. Начало нулевых. Я хочу отгадать возраст, когда его создали. Интересно, ну ты больше разбираешься в стиле. И если это 90-е годы и начало нулевых, можно сказать, что это уже такой немного винтажник, да, аромат винтажник. И по бренду я бы отгадал, что это, возможно, Хлоя. И именно аромат Хлои, Хлоя Eau de Parfum. Из всей подборки, которую Регина нам предоставила, да, ознакомиться, мне этот аромат больше всего понравился. Я вот его вижу, что вот он такой аромат для роскошной девушки, да, для роскошной Регины. Ту Регину, которую мы, возможно, еще и не видели. Та Регина, которая ходит в вечерних платьях. Вот для меня, мне кажется, что он такой вот очень... Ему надо соответствовать именно в плане одежды. Вот, возможно, здесь я чувствую желтые цветы именно больше. Я тоже желтые цветы. Желтые цветы, альдегиды. Ну, то, что вот он какой-то винтажный. Он довольно-таки сладкий тоже. И со временем у него есть какая-то вот альдегидность, которая дает вот эту порошковость стиральную, да? Это не чистоты, не запах чистоты, именно вот альдегиды, которые вот отвечают за стиральный порошок. За стирального порошка. Но в то же время мне это очень нравится. Это вот он действительно выбивается. Если вот с 1 по 6 ароматы они все такие нежные, розовые, нежнятинки, а здесь уже очень Да, серьезно. это уже Регина дала жару называется. Да. Слушай, что-то мы такое нюхали в Армении, когда были вот эти вот такие квадратные мыльные флаконы. Кстати, я здесь чувствую мыльный аромат. Ты все хотел попробовать. Как они назывались? Санта-Мария Новелла? Да, вот как-то туда меня относит. К чему-то... Но мне кажется, это люкс, конечно, вот это вот. Это люкс? И хороший люкс. И какой-то не современный, а чуть больше дань предыдущим годам, что в этом духе. Я здесь в какой-то момент чувствую кожу. То есть у меня там пометочка такая: кожаные цветы. Я здесь больше еще чувствую амбра, специи, возможно, сандал, корица. Вот он уходит немного в такую восточную сторону, немножечко. Это не восточный аромат, но вот эти специи, амбра, может быть, сандал. Там. Так, это кашарель. Кашарель. Я Сейчас вообще не знаком. посмотрим, какого года. Это действительно не самый новый, это 94-го года. Я отгадал, 90-е.
Да, это люкс. Что здесь у нас? Что здесь? Ну, куча нот, опять же, Желтая видишь. мимоза. Желтые цветы, разные цветы, фрукты, сандалы, пачули. Ну, Дыня. Дыня как раз-таки дыня, арбуз. Их часто добавляли в аромат именно в 90-е. Вот у мгм, меня почему-то две ноты дыня, арбуз вот с 90-ми. Вот мгм, мне мгм. почему и туда привело. И комментарий от Регины. Для меня он очень похож на фигмент Амуаж женский, который я очень люблю, и он остался в Харькове. Надеемся, что ты воссоединишься со своей коллекцией скоро, будешь наслаждаться всеми своими ароматами. Купила миниатюру, чтобы не дублить. Очень красив весной и жарким летом, особенно во влажном климате. Слышу в нем туберозу, пачули и фруктовость. На фраге многие пишут, что это запах застоявшейся воды. Ну, кстати, я не согласен, Да не чувствую нет, тут ничего нет, такого. вообще нет. Я этого не ощущаю, но понимаю, о чем речь. Это, наверное, про пачули больше, что-то туда получается. Возможно, куплю себе тридцаточку. Я готов сказать про эту подборку, что это отличные весенние, летние ароматы. Многие, ну, часть какие-то, конечно, поплотнее на зиму, но в основном сейчас для них самое время. И сейчас очень классно будет носить. Конечно, это больше женский гардероб, нежели чем мужской. Очень видим его на красивых молодых женщинах. Так что, девушки, кто нас смотрит, пользуйтесь прекрасной подборкой, все ароматы классные. Регина, спасибо тебе большое. Это было очень весело, нежно, фруктово, цветочно. Спасибо большое, Регина, за эту подборку. Нам было интересно их изучать, разнашивать. И классно, классно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Отличного вам дня. Пока. Пока-пока.